Приветствую, друзья! Это оружейные обзоры от компании Ibis. И сегодня у нас новинка, крупнокалиберная, защитно-зеленого цвета. Очень интересное оружие, о котором есть что рассказать и на котором есть что показать. Это Macmillan TAC-50, оружие, с которым мы уже знакомы. В прошлом году мы снимали о нем обзор. Мы также занимались его пристрелкой, и в принципе постоянные зрители нашего канала наверняка уже слышали это название и видели эту винтовку в действии. Единственное отличие данного экземпляра от экземпляра предыдущего поколения, который стоит у меня за спиной, заключается в том, что данную винтовку осовременили. Сейчас она установлена вместо синтетической ложи, установлено в алюминиевое шасси. Шасси, которое производит канадская компания Cadex Defense. Безусловно, в таком виде винтовка выглядит гораздо современнее, но шасси это не только тактикульный вид, это еще и новые возможности и новая функциональность для данного оружия. Но прежде всего давайте поговорим о самой Macmillan TAC-50. На всякий случай я напомню вкратце основные характеристики этой винтовки. Калибр 50 BMG, то есть 12,7 на 99 мм. Это самый крупный калибр, сертифицированный для гражданского применения в Украине. И на всякий случай я напомню о том, что мы имеем перед собой охотничий карабин Macmillan TAC-50. Именно так он называется, именно под таким названием он продается в оружейных магазинах Украины. Длина ствола данной винтовки составляет 29 дюймов. Винтовка имеет ручное перезаряжание с продольно-скользящим поворотным затвором. Питание винтовки осуществляется из отъемного магазина емкостью 5 патронов. Затворная группа данной винтовки является гордостью компании Macmillan, потому что она изготовлена по всем канонам бенчреста, то есть высокоточной стрельбы. Затворная группа двухупорная. Затвор и ресивер выполнены здесь из легированной нержавеющей стали. Они очень прочные, очень мощные. И именно благодаря применению очень качественных материалов и благодаря тому, что они должным образом обработаны, эту винтовку удалось сделать относительно не тяжелой и не такой габаритной, как другие модели оружия в данном калибре. Вообще Macmillan TAC-50, как предыдущая версия винтовки, так и это одни из самых легких винтовок в калибре 50 BMG. Несмотря на это, стрелять из них довольно комфортно, и даже если стрелку приходится делать подряд несколько десятков выстрелов, какой-либо усталости от этого стрелок не ощущает. Тех из вас, кто заинтересовался всеми подробностями о винтовке Macmillan TAC-50, я предлагаю посмотреть наш исходный обзор. Ну а в данном же случае, как вы уже наверняка заметили, мы имеем новые особенности данной модели именно благодаря новому шасси производства Cadex Defense. Прежде всего, это складной приклад. Приклад данной модели очень легко сложить на правую часть, защелкнуть, и в таком виде винтовку значительно удобнее транспортировать, как в кейсе, так и на ремне. Приклад достаточно легко как разложить, так и сложить. При этом механизм складывания приклада не имеет ни малейшего люфта, никаких зазоров здесь нет. В случае необходимости его можно подтянуть и настроить, установив усилие фиксации именно таким, которое было бы комфортно. Также на прикладе есть все необходимые стрелку регулировки. Давайте рассмотрим их повнимательнее. Прежде всего, это регулировка высоты щеки. С помощью двух клавиш на левой стороне приклада мы можем регулировать высоту щеки, сделав ее подходящей под установленную оптику на винтовке. Вот так это выглядит с противоположной стороны. Вторая необходимая регулировка – это общая длина приклада. Для того, чтобы ее настроить, здесь есть вот такая клавиша, после чего приклад выдвигается
либо задвигается на необходимую величину. И, наконец, для того, чтобы из винтовки было комфортно и удобно стрелять в любом положении, с помощью вот этого стопора можно настраивать высоту затыльника приклада. В положении лежа затыльник обычно поднимают повыше, приблизительно до того же уровня, что и подщечник. Ну а для стрельбы из положения сидя или стоя, хотя, конечно, сомнительно, что из этого оружия она будет вестись, затыльник обычно опускают вниз. Вот таким образом выглядит фирменный приклад компании Cadex Defense. И я уверен, что это не единственное оружие, на котором мы будем наблюдать в будущем эту систему настроек и регулировок. Из других особенностей обращает на себя внимание очень эргономичная рукоять. Она так и называется Ergo Grip. Выполнена она из твердой и плотной резины, при этом у нее достаточно толстый профиль, благодаря чему винтовку можно очень надежно и хватко удерживать как просто рукой, так и рукой в перчатках, так и замерзшими руками или же наоборот мокрыми руками. Эту рукоятку при необходимости, при большом желании, можно заменить на любую рукоять, совместимую со стандартом AR-15. Но я абсолютно уверен, что такого желания у стрелка не возникнет. Переходя к рассмотрению других особенностей этого шасси, нужно отметить, что шасси модульное. Оно состоит из нескольких частей. Его основная часть, в которую укладывается ресивер, и цевье. Цевье алюминиевое, консольное, ствол здесь, естественно, свободно вывешен, как и в предыдущем поколении данной винтовки. Но за счет применения алюминиевого цевья и специальной верхней планки для установки оптики удалось добиться и новой функциональности. Если вы обратите внимание на винтовку за моей спиной, то здесь планка для установки оптики достаточно короткая. И для установки каких-либо предобъективных насадок, либо размещения других элементов в передней части винтовки необходимо было что-то придумывать, какие-то дополнительные адаптеры, мостики и так далее. В данном же случае, благодаря системе Cadex, мы имеем сверху практически сплошную планку, очень длинную, по всей длине ресивера и цевья, с наклоном 40 угловых минут, с предварительным наклоном. И на эту планку вполне можно устанавливать предобъективные насадки, тепловизионные, ночные, все, что необходимо для того, чтобы вести эффективный огонь из данного оружия не только днем, но и ночью и в сложных условиях. Такие возможности очень востребованы в вооруженных силах, и их наверняка будут задействовать те операторы данного оружия, которые получат его в качестве служебного. Потому что точно такие же винтовки Macmillan TAC-50 под различными названиями уже давно стоят на вооружении как американских спецслужб, так и канадских снайперов, а за последние несколько лет они уже появились и на вооружении некоторых украинских подразделений. Также обратите внимание, что благодаря шасси на винтовке можно размещать дополнительные планки Picatinny в тех местах, где это необходимо. Здесь предусмотрено множество интерфейсов для них. Ну, а если необходимости в этом нет, то все лишнее можно с нее снять и тем самым немножко снизить массу этого оружия. Кстати говоря, мы сравнивали, и в данном варианте винтовка Macmillan TAC-50 весит приблизительно столько же, сколько и Macmillan TAC-50 в классическое ложе. То есть порядка 11,5 килограммов. Это не так и много, учитывая, о каком калибре идет речь, а также о том, на какую дальность, на какие дистанции можно вести уверенный огонь из этого оружия. О чем сейчас постараюсь рассказать в подробностях.
долю Macmillan TAC-50 выпало очень немало рекордов и достижений. В частности, есть такой всемирный рейтинг снайперских рекордов по максимальной дальности боевой работы. И если вы следите за новостями в мире высокоточной стрельбы, то наверняка заметили, как через средства массовой информации не так давно прошла новость о новом боевом рекорде, установленном канадскими снайперами. Снайперы из подразделения Joint Task Force 2 с помощью Macmillan TAC-50, который в их подразделении называется C-15A1, установили новый рекорд на сверхбольшой дистанции стрельбы. Они поразили цель на расстоянии 3540 метров. Притом очень многие отнеслись к этой новости как к каким-то слухам или домыслам, но она была подтверждена на достаточно высоком уровне канадским министерством обороны. И есть все основания полагать, что новость эта правдивая, и действительно рейтинг самых дальних снайперских выстрелов пополнился вот таким достижением на 3540 метров. Очень многие стрелки, которым данная тема близка, что называется, не понаслышке, начали задаваться вопросом, каким же образом вообще возможен выстрел, прицельный выстрел из стрелкового оружия на такие расстояния. 3540 метров, то есть 3,5 километра, это больше 2 миль. И это по любым стандартам дистанция уже однозначно не для винтовок. Это скорее артиллерийские расстояния. Но тем не менее, такая заявка прозвучала, и поэтому по всему снайперскому сообществу в интернете начали появляться на этот счет различные мнения и размышления. Сейчас, когда вода немножко поулеглась, можно подвести некоторые итоги этих обсуждений и сделать собственные выводы по поводу того, насколько такой рекорд 3540 метров, насколько он мог быть в действительности и что для этого необходимо. Самая главная проблема при стрельбе на большие расстояния — это, во-первых, видеть, куда стреляешь, то есть нужна очень хорошая оптика. Во-вторых, это иметь возможность ввести необходимую вертикальную поправку на прицеле. Из винтовки Macmillan TAC-50 в прошлым летом, мы отстреляли достаточно много патронов Hornady с пулей AMAX массой 750 грейн. Это считается одними из самых совершенных на сегодняшний день патронов 50-го калибра для сверхдальней стрельбы. Потому что такой важный показатель, как баллистический коэффициент, он у данной пули превышает единицу, составляет 1,05. Это очень много, и благодаря своей совершенной аэродинамической форме такая пуля летит на очень большие расстояния. Но, как и на любую другую пулю или на любой снаряд, на нее в ходе полета воздействует гравитация. И чем дольше пуля находится в полете, тем сильнее под действием силы тяжести, тем сильнее она снижается. Это значит, что для выстрела на большое расстояние ствол винтовки должен находиться относительно горизонта под необходимым углом. А для того, чтобы понять, каким именно должен быть этот угол, снайперы используют специальные программы, которые называются баллистические калькуляторы. В них вводятся все необходимые параметры пули и оружия, и после этого программа вычисляет поправку, которую необходимо выставить на вертикальном барабанчике прицела для того, чтобы на заданном расстоянии пуля попала в цель, направляясь к своей цели по параболической траектории. Так вот, прошлым летом и осенью винтовки Macmillan TAC-50, а именно эта модель, этот образец, проходили государственные ведомственные испытания, в ходе которых был и такой элемент испытаний, как стрельба на большие расстояния. Кроме стрельбы, там было еще много очень интересных и необычных этапов, например, стрельба с винтовкой, вытянутой из воды, стрельба с винтовкой без обслуживания, стрельба с винтовкой в мороз, в жару, при низкой и высокой температуре, в условиях замерзания, высокой влажности и так далее. Но нас сейчас интересует стрельба на большие дистанции. Так вот, одним из этапов было проведение зачетной стрельбы на дистанции 2 километра, 2005 метров, если быть точным. Я это очень хорошо помню, потому что пристрелку этой винтовки пришлось выполнять в том числе и мне на это расстояние. И попасть в нашу цель, в ростовую фигуру на дистанции 2 километра сначала было очень непросто.
потому что мишень была установлена на песчаном бруствере, высота бруствера была небольшой, и если поправка посчитана неправильно, то точку, куда попала пуля, просто невозможно было обнаружить ни в какой оптический прибор. Пуля пролетала либо выше, либо ниже, попаданий на мишени не было, рядом с мишенью их также не было заметно, и, соответственно, никакой информации о том, куда полетела пуля, стрелки не имели. И приходилось, что называется, гадать. Нам потребовалась добрая коробка боеприпасов 50 BMG, то есть 10 штук, для того, чтобы пристреляться на дистанцию в 2 километра. Мы наконец-то заметили всплеск на песке, и выяснилось, что для того, чтобы попасть на таком расстоянии в ростовую мишень, нужно установить на этом прицеле 24 мила вертикальной поправки и добавить еще 4 мила выносом по сетке, потому что на этой дистанции все поправки на вертикальном барабане прицела уже закончились. После того, как мы провели пристрелку, провести зачетную стрельбу не составило особой сложности, и 4 попадания из 4 выстрелов были зафиксированы, в том числе и комиссией. То есть это как раз было довольно-таки просто. Но вот этот подготовительный этап, вот он занял немало времени и немало патронов и нервов. Теперь представим, что нам приходится стрелять на дистанцию 3540 метров. По самым скромным подсчетам, для этого потребуется более 150 мил поправки вертикальной. Для этого потребуется очень хорошая высококачественная оптика высокой кратности, для того, чтобы хотя бы видеть свою цель. Но самое главное, что подобной оптики, которая имеет настолько большой запас поправок, ее в природе попросту не существует. Если и есть прицелы, которые на это способны, это буквально единичные модели, изготовленные в штучных количествах для стрелков-энтузиастов. Ну и поэтому у стрелкового сообщества совершенно закономерно возник вопрос: а как же, собственно, канадцам удалось выстрелить на такую дистанцию? Что они для этого использовали, какую оптику и какие системы креплений они применяли для того, чтобы сделать вообще возможным такой выстрел? Вот некоторые журналисты, к примеру, которые, видимо, изучают этот вопрос сугубо теоретически, они пишут следующие вещи. Для того, чтобы попасть в цель, снайперу пришлось целиться выше, чем лондонский небоскреб Шард. Видимо, какое-то очень высокое здание в Лондоне. То есть они предполагают, что снайпер целился куда-то очень высоко над целью, а пули, соответственно, летели ниже. И благодаря этому он смог куда-то попасть. На самом же деле, по моему мнению, ларчик открывается намного проще. Несмотря на скепсис очень многих стрелков, если вы о чем-то не знаете, это еще не значит, что этого не существует в природе. На последней выставке SHOT Show в Соединенных Штатах была представлена очень интересная начинающая компания, которая называлась Tacom HQ. Компания эта основана ветеранами, морскими пехотинцами, и они делали очень своеобразные и нишевые решения как раз для снайперов. В том числе в их арсенал входит специальная предобъективная насадка на оптический прицел. Насадка эта по своей сути, крепится она к прицелу на магнитном креплении, ее можно быстренько установить и снять по необходимости. По своей сути насадка эта представляет собой перископ, то есть систему призм, которая позволяет поднять поле зрения на небольшую высоту, но самое главное, она позволяет наклонить угол зрения на необходимое количество минут поправок. И вот такие насадки, называются они, если я правильно помню, Tarak, такое странное имя, они выпускаются с фиксированной поправкой в 100 мил, то есть установкой специальной предобъективной насадки на ваш обычный оптический прицел, пристреленный на 100 метров. Вы сразу добавляете к своему углу прицеливания необходимых 100 мил, после чего вам остается докрутить на вертикальном барабане недостающую поправку, и можно стрелять на дистанцию более 3 километров. По крайней мере, сетку прицела навести на цель у вас в этом случае получится. Я абсолютно уверен, хотя не могу, естественно, утверждать это, но я абсолютно уверен, что канадские снайперы тоже заметили эту новинку на выставке SHOT Show, а может быть даже раньше,
и уже взяли ее на вооружение, и, как видите, по результатам, о которых пишет пресса, они ее очень успешно используют. Я надеюсь, что на ближайшей выставке SHOT Show я смогу познакомить всех заинтересованных с этой разработкой поближе. Но вернемся к Macmillan TAC-50. Как вы уже смогли убедиться, в том числе и из прессы, Macmillan TAC-50 оружие очень точное. И, как я уже упоминал, это не в последнюю очередь благодаря патронам Hornady калибра 50 BMG, матчевым патронам. Эти патроны не обладают какими-то выдающимися способностями по бронепробитию и так далее, но они обладают главным. Они очень кучные и позволяют стрелять точно на большие дистанции. Кроме того, за время, пока у нас в арсенале была предыдущая версия Macmillan TAC-50, к нему появились некоторые интересные аксессуары. И один из них, он заслуживает того, чтобы взглянуть на него немножко более детально. Так выглядит саунд-модератор, а точнее глушитель Dual 50 производства финской компании Ace Ultra. Этот модератор рассчитан на винтовки в калибре 50 BMG, и, соответственно, данная модель, которую я держу в руках, она используется на винтовках Macmillan TAC-50. Для того, чтобы установить такой модератор, необходимо снять с винтовки дульный тормоз. Сделать это достаточно просто, потому что здесь он установлен с помощью контргайки на дульной резьбе. И один раз отпустив эту контргайку, в дальнейшем можно снимать его просто руками. И теперь, после установки саунд-модератора, стрелок может стрелять из этой крупнокалиберной винтовки без использования защиты слуха. Кроме того, исчезает один из основных демаскирующих факторов для такого стрелка. Вот этот дульный тормоз, он очень эффективно снижает отдачу, но он поднимает целое облако пыли и песка при выстреле. И это видно с достаточно большого расстояния. Кроме того, этот дульный тормоз за счет своей четырехкамерной конфигурации и конструкции, перенаправляющей газы назад, немножко в обратную сторону, он очень громкий. Даже с защитой слуха стрелять может быть некомфортно, особенно если рядом находится стена или если приходится стрелять в помещении, в полузакрытом тире, например. Поэтому установкой саунд-модератора все эти проблемы решаются. Единственное, что немножко увеличивается отдача оружия, потому что саунд-модератор справляется с отдачей не настолько эффективно, как это делает дульный тормоз. Но, поверьте, это небольшая плата за комфорт при работе с таким крупнокалиберным оружием, как Macmillan TAC-50 в калибре 50 BMG. И еще немного о конфигурации данной винтовки. Обратите внимание, что Macmillan TAC-50 комплектуется сошками производства компании GG&G. Сошки эти допускают регулировку по высоте, но имеют только два положения. Их прочности достаточно для того, чтобы удержать достаточно массивное оружие и выдержать его отдачу. И в принципе, за счет того, что они немножко шире, чем Харрисы, они обеспечивают достаточно стабильную базу для того, чтобы вести точную стрельбу из этой винтовки. При большом желании их, безусловно, можно заменить на еще более массивные и прочные модели. Например, у меня за спиной есть сошки, которые называются Atlas 5H. Они хорошо подходят для оружия в таком калибре, но в любом случае эта модель себя уже зарекомендовала очень неплохо. И, в принципе, она здесь вполне применима. Что касается прицела, то на данном экземпляре у нас установлен прицел производства компании Vortex. Он называется Razor, модель Gen 2, то есть второго поколения. Этот прицел имеет переменную кратность от 4,5 до 27 и отличается большим количеством функций и отличительных черт, которые делают его
очень интересным выбором для дальней и сверхдальней стрельбы. Вот этот прицел Razer HD Gen 2, он уже на протяжении нескольких лет возглавляет топ-рейтинг прицелов для высокоточной стрельбы по версии стрелков, которые занимаются спортом в дисциплине PRS – Precision Rifle Series. И это совершенно заслуженно. Но более подробно об этой оптике, я думаю, я буду рассказывать в отдельном обзоре. В данном же случае я просто хочу упомянуть о том, что этот прицел имеет 28,5 мил запаса вертикальных поправок. И это один из самых функциональных современных оптических прицелов в этом отношении. Большего запаса вертикальных поправок, пожалуй, придется еще поискать. В сочетании с 40 угловыми минутами наклона планки на данном шасси это обеспечивает запас поправок при прицеливании на дистанции более 2 километров. Что ж, мы познакомились с Macmillan TAC-50 в новой современной одежке от канадской Cadex Defense, и я уверен, что это не последний раз, когда мы в наших обзорах слышим это название Cadex Defense. Продукция этой компании в скором будущем будет представлена у нас в более широком ассортименте. Что же касается Macmillan TAC-50, то, как и год назад, когда мы представляли предыдущую версию этой винтовки, я очень рад и горд тому, что нашим украинским стрелкам доступно настолько легендарное оружие-рекордсмен. Оружие, которое действительно сделает честь любому стрелку и которое позволит выполнять очень амбициозные задачи и добиваться очень интересных результатов при стрельбе на большие расстояния. А на этом у меня все. Если у вас остались вопросы по данному комплексу, задавайте их в комментариях, с удовольствием их обсудим. И подписывайтесь на наш канал для того, чтобы всегда оставаться в курсе самых горячих оружейных новинок.